На схемах в описаниях попкорн изображается следующим образом. Я вам нарисовал два попкорна, обычный и из рельефных столбиков. Попкорн на схемах может изображаться не 100% таким способом, как я нарисовал, но примерно это будет все похоже. То есть это кружок, который состоит из какого-то определенного количества черточек, то есть это столбики. И вот здесь видно то, что 4 столбика, и они перечеркнуты одной полосочкой, значит это один накид. То есть здесь 4 столбика с одним накидом. И также 4 рельефных лицевых столбика с одним накидом. В описаниях попкорна из рельефных столбиков могут указываться двумя способами. Либо попкорн 4 рельефных лицевых столбика с накидом, либо рельефный лицевой попкорн 4 столбика с накидом. Но я считаю то, что вот этот третий вариант, он не очень правильный. Почему? Потому что в первую очередь мы вяжем столбики, и уже потом мы их закрываем в попкорн. Поэтому я считаю то, что нужно указывать попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом, нежели чем рельефный лицевой попкорн из 4 столбиков с накидом. Прежде чем показать, как вяжется попкорн, еще хотелось бы сказать то, что вообще попкорн это всегда указанное количество столбиков, которые провязываются в одно основание. Неважно, это будет воздушная петля, 2 воздушные петли, арка из 3 воздушных петель, или может быть он будет вязаться в какой-то столбик по вашей схеме, неважно. Главное то, что это всегда указанное количество столбиков, провязанные в один столбик, в одно основание или в одну и ту же арку. Итак, у меня здесь провязаны столбики с одним накидом, я сделал воздушные петли подъема, но вы на это не обращайте внимания. Вам самое главное сейчас просто понять, как вяжутся попкорны, а вы уже ориентируетесь по схеме, которую вяжете вы. Итак, я сейчас покажу, как вяжется обычный попкорн из 4 столбиков с одним накидом. Я делаю накид и в указанный на схеме столбик провязываем столбик с одним накидом. Далее опять накид. Сюда же, в этот же столбик, я провязываю еще один столбик с одним накидом. Итак, по нашей схеме нам нужно провязать 4 столбика с одним накидом в одно и то же место. Я сейчас провязываю просто в столбик. Вот мы провязали 4 столбика с одним накидом в один и тот же столбик, в одно и то же место. И теперь нам эту группу из 4 столбиков нам нужно закрыть в попкорн. Я вытягиваю немножечко петлю, вытаскиваем крючок. Теперь вставляем крючок в самый первый столбик этой группы, которую мы провязали. То есть у нас попкорн из 4 столбиков, 1, 2, 3, 4. И в первый из этих 4 я вставляю крючок, цепляю нашу рабочую петлю, немножечко затягиваем и теперь протаскиваем через этот самый первый столбик. Все, наш попкорн готов. Также по вашей схеме может быть и 5 столбиков провязано, и 6, неважно, смотря какая схема и сколько столбиков указано в попкорне. Также попкорны могут быть из столбиков с 2 накидами, с 3, но суть вязания всегда одинаковая. Так, я сейчас сделаю просто воздушные петли, чтобы мое вязание не было тугим, не стягивало. И покажу еще раз. Я делаю накид. И в указанный на схеме столбик выполняю 4 столбика с одним накидом. Вот я выполнил 4 столбика с одним накидом в один и тот же столбик, в одно и то же место. Теперь вытягиваем немножечко петлю, вставляем крючок в самый первый столбик этой группы и цепляем нашу рабочую петлю, затягиваем и протягиваем в этот первый столбик. Все, наш попкорн готов. То есть вот так выглядит обычный попкорн из обычных столбиков с одним накидом. И вот так он выглядит с изнанки. И точно так же, по такому же принципу, выполняются рельефные попкорны. То есть наш попкорн состоит, допустим, из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Попкорны из изнаночных столбиков я не встречал. Может быть есть, но я не встречал. В основном в рельефном вязании используются рельефные лицевые столбики с одним накидом. Итак, вот у нас что-то провязано. В моем случае это столбики с одним накидом были. И теперь нам нужно выполнить попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Я делаю накид.
И вокруг указанного столбика на схеме, допустим, это этот столбик, и вокруг него я вяжу рельефный лицевой столбик с одним накидом. Второй столбик. Вокруг этого же столбика опять накид. Вокруг этого же столбика точно так же у нас основание остается одно и то же. То есть вот у меня столбик, видно, что навязки такие я выполнил. И вокруг одного и того же столбика я провязал 4 столбика с накидом. Получается, это у нас рельефные лицевые столбики с одним накидом. Теперь также вот мы вытянули эту петлю рабочую немножко. В самый первый столбик из этой группы мы вставляем крючок и цепляем нашу рабочую петлю, затягиваем и протягиваем через наш этот самый первый столбик. Вот мы выполнили рельефный лицевой попкорн. Еще раз покажу. Просто сделаю воздушные петли. Опять накид. Вокруг указанного столбика выполняем 4 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Более подробно, как выполнять столбики с накидом, как выполнять рельефные столбики, лицевые и изнаночные, вы можете найти в плейлисте «Уроки вязания крючком». Ссылочка на этот плейлист будет в описании к этому видео. Итак, вот я вокруг одного столбика провязал 4 столбика. Вокруг одного и того же. Немножечко вытягиваем петлю. Вставляем крючок в самый первый столбик из этой группы 4 столбиков. Цепляем рабочую петлю и протягиваем в этот первый столбик. Вот таким образом вяжется рельефный лицевой попкорн. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Instagram. Там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд. До скорого.